Привет, друзья! В одном из прошлых видео мы с вами обсуждали слова «другой» и «разный». Если вы это видео не смотрели, то обязательно посмотрите. В этом видео я хочу обсудить слова-антонимы, которые тоже очень часто путают. Это слова «такой же» и «одинаковый», которые на английский очень часто переводятся как «the same», «identical». Если это видео вам понравится, если оно будет вам полезным, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Давайте начнем со слова «такой же». The first thing you need to remember is that такой же changes in genders and in cases. So in the nominative case we have такой же, такая же, такое же, and такие же. And this word can be changed in cases, and you will need to use endings of adjectives for that. So for example, we can have такую же in the accusative feminine, такого же in the genitive case or in accusative animate, таких же in plural, etc. We use такой же when we want to compare an object, a thing, a preference of one person to an object, a thing, or preference of usually another person. Например, я люблю кофе с горячим молоком. По-английски это называется кафе алей. Если вам тоже нравится кафе алей, вы мне скажете: Анна, я люблю такой же кофе. I like the same type of coffee. So you compare the type of coffee you like to the type of coffee that I like. Я люблю кафе алей, вы тоже любите кафе алей. Вы любите такой же кофе, как я люблю такой же кофе, как вы. Или, например, вам нравится поп-музыка, мне тоже нравится поп-музыка, и я скажу: мне нравится такая же музыка, как и вам. Да? А вам нравится такая же музыка, как и мне. You like the same type of music as I do. Или, например, у меня есть пальто, I have a coat, and my friend bought an identical coat. So she will say: я купила такое же пальто, как у тебя. Да? I bought the same coat as you have. Я купила такое же пальто, как у тебя. То есть у меня есть такое же пальто, как у нее. I now have the same coat as she does. Или, например, вам нравятся розы, мне тоже нравятся розы. Так что я могу сказать: мне нравятся такие же цветы, как и вам. А вам нравятся такие же цветы, как и мне. Надеюсь, это понятно. Теперь давайте добавим слово «одинаковый». Let's see what's the difference. Just like with the words «другой» и «разный», what matters here is whether we separate people and things that we compare or if we unite them into one. Посмотрите, пожалуйста, на мой пример. У Андрея есть Мерседес. У Ивана тоже есть Мерседес. То есть у Ивана такая же машина, как у Андрея. У Андрея такая же машина, как у Ивана. So Andrei has the same car as Ivan. Ivan has the same car as Andrei does. Да? Но, if I want to combine them, I will say: у Андрея и Ивана одинаковые машины. So let's look at what changed. In my first example, у Андрея такая же машина, как у Ивана. I had Andrei separately, I had his car, and we compared one person, one object, one car, to another person, to another object, another car. Now I combine them. У них, they have. У них одинаковые машины. Да, so I combined them, I combined their cars. So their cars are basically now next to each other in my sentence. Да? Это одинаковые машины. Еще пример. Я купила шапку. I bought a hat. Моя подруга купила такую же шапку. Да? My friend has bought an identical hat. То есть мы купили одинаковые шапки. We have bought identical hats. So what matters here is whether we are separated or we are combined, да, in the subject or in the object. So, я купила такую же шапку, как моя подруга, или моя подруга купила такую же шапку, как я. Мы
купили одинаковые шапки. Да, we had шапка in singular, now шапки in plural. И еще один пример. Вчера у меня было хорошее настроение. Сегодня у меня тоже хорошее настроение. То есть вчера у меня было такое же настроение, как и сегодня. I had the same mood as I do today. Получается, что вчера и сегодня у меня было одинаковое настроение. Да? Вчера у меня было такое же настроение, как сегодня, а вчера и сегодня у меня настроение одинаковое. So I combine those two concepts. Let's look again at the example I have already given with the flowers. Мне нравятся розы, вам нравятся такие же цветы, как и мне. То есть нам нравятся одинаковые цветы. Да? Мне нравятся такие же цветы, как и вам. Вам нравятся такие же цветы, как и мне. Нам нравятся одинаковые цветы. Again, separated, united. That's what matters. We don't really have to have two different people to use the word одинаковый. Посмотрите, пожалуйста, на мой пример. Скажем, я купила себе свитер. Он мне очень понравился, и я решила купить себе еще один такой же свитер. Ну, на всякий случай, just in case. Может быть, первый порвется или испачкается. То есть у меня был один свитер, и я купила себе такой же свитер, да, такой же. И теперь у меня есть два одинаковых свитера. То есть у меня был один, и я купила такой же, еще один. И теперь у меня есть одинаковые свитеры, да, два одинаковых свитера. Я надеюсь, что это понятно. The word такой же can also be used in the construction as. So, for example, he is as tall as I am, да, or this book is as interesting as that book. То есть мы можем сказать, он такой же высокий, как и я. Или эта книга такая же интересная, как и эта. Или этот торт такой же вкусный, как и тот. Да, то есть, когда мы сравниваем два предмета, мы можем использовать конструкцию такой же, как. The word такой же also has a form as an adverb, which is так же как. And we are going to use так же when we describe actions or other adverbs. Например, ты работаешь хорошо. Я тоже работаю хорошо. То есть я работаю так же хорошо, как и ты. You see, here I describe the way I work. I describe an action, so I use not такой же, but так же. Я работаю так же хорошо, как и ты. Ты работаешь так же хорошо, как и я. Мы работаем одинаково хорошо. So you see, одинаковый also can become an adverb. Одинаково. Мы работаем одинаково хорошо. Или еще один пример. В Нью-Йорке летом обычно жарко. В Бостоне летом обычно так же жарко, как в Нью-Йорке. In this sentence I have an adverb жарко. That's why I'm going to use так же, not такой же. В Бостоне так же жарко, как в Нью-Йорке. То есть погода в Бостоне и в Нью-Йорке одинаковая. Да? Или в Бостоне и Нью-Йорке одинаково жарко. Ну и еще один пример. Он говорит по-английски так же хорошо, как и по-русски. In this sentence I compare the way he speaks. Он говорит по-английски, one language, так же хорошо, just as well, как и по-русски. Он говорит по-русски и по-английски одинаково хорошо. I combine them into one and I use the word одинаково here. Он говорит по-английски так же хорошо, как по-русски. Он говорит по-русски и по-английски одинаково хорошо. Я надеюсь, что мое объяснение вам понятно. Пожалуйста, посмотрите внимательно на примеры, и я уверена, что вам все станет ясно, и вы сможете почувствовать разницу между такой же или так же и одинаковой и одинаково. Если останутся вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Вот и все на сегодня. Увидимся с вами в следующем видео. Спасибо. Пока-пока.